Зимний ветер свистел в узких улочках города, снежные хлопья неустанно падали на землю, укрывая все вокруг белой пеленой. Старая женщина, согнувшись от холода, с трудом двигалась по улице, ее шаги были едва слышны на покрытом снегом тротуаре. Ее лицо было покрыто морщинами, а глаза, полные страха и боли, искали укрытие от зимней стужи. Она не могла понять, что случилось, почему ее родной сын, с которым она прожила всю свою жизнь, выгонял ее из дома. Сын сказал, что она была для него обузой, что ее болезни и старость мешают ему жить. Он выгнал ее, не выдержав больше ни ее просьб, ни ее слабости. «Ты уже никому не нужна», — так он сказал, и с этими словами запер за ней дверь. Она не верила своим ушам. Мать, которая столько лет отдавала свою любовь, заботу и силы, осталась одна в этот зимний день. С каждым шагом ее ноги становились тяжелее, и холод проникал в ее старые кости. Но она не могла вернуться домой, там ее больше не ждали. Она шла по пустой улице, с трудом сдерживая слезы. Зима была безжалостной. Снег ложился на ее плечи, а дыхание превращалось в белые клубы, исчезающие в воздухе. Она уже чувствовала, как ее силы иссякали. Казалось, еще немного, и она просто упадет в снег, забытая и брошенная. Но вдруг ее взгляд остановился на фигуре, стоявшей неподалеку. Это был старик, одетый в темное пальто и шапку, похожий на нее, не менее одинокий. Он внимательно посмотрел на нее своими добрыми глазами и, заметив ее состояние, подошел. «Не стой тут», — сказал он тихо, голос его был мягким и теплым. «Пойдем ко мне, я тебя обогрею». Она растерянно взглянула на него. Она не знала этого человека, но ее усталое сердце не смогло отказать в помощи. Она последовала за ним, чувствуя, как его присутствие приносит ей некоторое облегчение. Они шли через сугробы, и она, едва шагая, не могла поверить в чудо, которое только что произошло. Оказавшись в маленьком доме на краю города, старик предложил ей чаю и укрыл одеялом у печки. Он рассказал ей свою историю, свою жизнь, полную утрат и одиночества, когда он потерял семью и остался один в этом мире. Но, несмотря на все испытания, он все еще верил в добро и помогал тем, кто оказался в беде. Старушка, с трудом согреваясь у огня, почувствовала, как ее сердце наполняется благодарностью и теплом. Этот человек, который не знал ее, не был ей ни родным, ни знакомым, принял ее как родную мать. Они молчали, просто сидя рядом, и это молчание было более ценным, чем все слова. Тот зимний вечер стал для нее началом новой жизни. Она не могла вернуться в дом сына, но она нашла дом в сердце другого человека. С того дня они жили вместе, помогали друг другу, несмотря на возраст и усталость. И хотя зимний холод не отпускал их сердца были согреты любовью и заботой, которых так не хватало в мире. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.